Девчонки, всем привет! Сегодня мы с вами будем краситься. И краситься мы будем, как я вам давно обещала, вот этой вот палеткой Natasha Denona Golden, которая последняя, ну теперь уже не последняя, а предпоследняя вышедшая, потому что буквально вчера вышла новая I Need a Warm. У меня эта палетка лежит уже примерно недели 3. Я сделала ей 3 макияжа, но так на скорую руку, блестяшка на все подвижное веко, вот что-то в этом роде. Вот такая вот она красотка, заляпывается на раз-два, но тем не менее это прямо слиток золота, очень красиво. Я понимаю, что обзор, наверное, на эту палетку уже не актуален, уже были на нее и видео, и макияжи, и сводчи, и сравнительные сводчи у многих блогеров. Но я, во-первых, хочу познакомиться с этой палеткой поближе, сделать сегодня с ней несколько макияжей, 3 или 5, в зависимости от того, как будут чувствовать себя мои глаза, и познакомиться с каждым оттенком. Вот, давайте посмотрим внутри. Внутри это все выглядит вот так. И я бы сказала, что это не рыжая, умеренно теплая гамма и золотые блестяшки разного подтона. Я приложу сюда сводчи этой палетки. Давайте начинать макияжи. И что я хочу сделать в первую очередь. Начать я хочу с легких коричневых смоки. У меня будет 5 макияжей. Ну, я надеюсь, что меня хватит на 5 макияжей. Один глаз, второй глаз. Потом я смываю один глаз, второй глаз. Потом я смываю и делаю уже финальный образ. И вот первый макияж я хотела бы сделать такие дневные носибельные коричневые смоки. И я хочу задействовать оттенок Ария. Вот такой вот тепленький песочный. Оттенок Тик. Этими оттенками я буду создавать форму. Потом я хочу задействовать оттенок Варнис. Варнис – это такой не самый впечатляющий коричневый металлик. Ничего в нем супер блестящего. И в уголочек глаза я хочу нанести оттенок Млика. Вот такой вот он. Вот эти оттенки, абсолютно базовые. На пальчиках казались теплее, чем на руке. Сразу скажу, макияжи будут достаточно простыми, носибельными в жизни, то, как я обычно крашусь. Подвинулась к вам поближе. Начнем с оттенка Ария. Беру вот такую вот кисточку от Nuage. Ария – это формула Creamy Matte. Не все ее любят. У меня, раньше, по крайней мере, с этой формулой проблем не было. Кто забыл нанести базу под тени, тот балда. Ну ладно, поехали дальше. По поводу кремового оттенка, он очень интересный, он достаточно светлый был на сводче, но, как у Наташи такое бывает, это достаточно наслаиваемый оттенок, и можно заметить, что он достаточно темный в итоге у меня в складке, и можно заметить, что он немножко подзалип, потому что я была к этому не готова, и его сейчас нужно просто хорошо подрастянуть. Возьму кисть поплотнее и просто его растушую. Ну вот и все отлично. Единственное, что теперь у меня есть сомнение, насколько достаточно темным будет второй матовый оттенок. Беру вот этот вот оттеночек Тик, той же самой кисточкой от Nuage. Кстати, по поводу кистей от Nuage у меня остались немножко смешанные чувства. На мой вкус они колючие и очень сильно пушатся. Не все формы кистей из набора, которые я брала, мне в итоге прям вот уж прям нравятся. Но работать можно. Оттенок Тик.
Пытаюсь углубить складку. Ну да, он темнее, конечно. Беру вот такой вот бочонок от Spectrum и прорабатываю нижнее веко тоже оттенком тик. Вот и все. Форма готова. Теперь беру оттенок Варнис и заполняю им все подвижное веко, потому что, напоминаю, хочу сделать коричневый смоки. Оставляю уголочек незаполненный. Очень мягко, очень легко наносится и симпатично получается. И подтушую границы. Вот. И, в принципе, можно еще добавить на нижнее веко этого оттенка Варнис. Вот так. Теперь беру оттенок Млика и наношу в уголочек глаза. Просто чтобы высветлить уголок, чтобы глаз сильно не проваливался. Я бы сказала, что это все. Этот макияж я делала 7 минут. Вот, я думаю, что сейчас я за кадром закончу с тушью карандашами, и мы посмотрим на финальный результат. Ну что ж, так выглядит первый глазик. Для меня это какие-то теплые, летние, почему-то с летом ассоциируются коричневые смоки. Возможно, потому что они на более такой теплой стороне, то есть не нейтральные. Почему-то в жизни они выглядят более нейтрально, чем как вот я вижу на камере. Макияж я дополнила 2 карандашами, темно-зеленым в слизистую верхнего века, темно-зеленым, потому что он у меня в Project Pen, светло-бежевый в нижнюю слизистую и тушь Панорама. Я сейчас ей пользуюсь на постоянной основе. Она мне очень нравится. Единственное, в ней есть такой нюанс. Ей нужно успеть сразу разложить ресницы, чтобы они сразу легли хорошо, тогда хватит одного слоя. Здесь у меня нанесен один слой туши, наслаивать я ничего не стала, потому что все равно скоро снимать. Вот такой вот получился макияж, очень легкий, очень быстрый. Мне понравился оттенок кремовый, который Ария, но к нему нужно быть готовым, что он наслаивается сам на себя и затемняется, он как будто темнее смотрится, чем он есть в рефиле. И он может подзалипать, ну, потому что он все-таки кремовый. Я что-то сначала так размахнулась, нужно просто взять кисть поплотнее, и все это растушуется. Поверх него обычный матовый тик лег просто великолепно. И вот этот вот Варис, ну, это знаменитые, по-моему, металлики Наташи Деноны, стандартная формула, они очень хорошо ложатся. У меня макияж без базы, без подложек, естественно. Можно переходить к второму глазику. Я предлагаю все-таки нанести базу, ну так, для приличия. Я сейчас, напомню, использую в качестве базы под макияж вот эти вот тени от Vivienne Sabo. У меня оттенок 05. Ну, все, распределила спонжиком. Сейчас они зафиксируются. Просто выровняла веко. Так, второй макияж. Значит, для второго макияжа хочу использовать оттенок Pana. Он
тоже Creamy Matte формулы. Вот такой светленький. Хочу взять оттенок Fizzy или Fuzzy. Это уже одна из последних формул Sparkling Wet. Потом хочу взять оттенок Aura. Aura – это такой желтый металлик. И стрелку хочу нарисовать оттенком Log темно-коричневым. Это уже стандартная матовая формула, и она, кстати, не очень сводчилась. Вот этот вот Creamy Matte светлый. Вот этот вот Sparkling Wet. Красивый. Aura. Не очень люблю такие оттенки. Вообще его хочу использовать в уголочек глаза. И стрелку оттенком Log. Он, видите, плохо сводчится. Вообще в этой палетке, на мой взгляд, немного более сухие матовые оттенки и немного более пыльные, чем обычно. Ну вот как мне показалось, вот за те разы, что я и пользовалась. Так, ну что, берем Pana. Честно говоря, этим оттенком я и не планировала ничего затемнять. Я скорее хотела придать оттенок веку и складки, чтобы плавно перейти в блестяшку. То есть тут я вообще не хочу простраивать какую-либо форму. Ну да, так тоже у меня бывает. Поэтому просто прорабатываю. Хороший оттенок. Опять же, без каких-либо нареканий. И нижнее веко просто для гармонии. Все, можно наносить блестяшку. Блестяшка у нас Sparkling Wet формула, оттенок Fizzy. Пока сосед включил пилу электрическую, я наношу вот этот оттенок Fuzzy, скорее всего Fizzy. И хочу вам сказать, что это, конечно, формула близнец вот новых спарклов от Tom Ford. Очень тоненькая, с мелкими-мелкими блесточками. Красиво сидит. Не стала колупаться кистью, не люблю там очень долго что-то наносить. Сейчас просто ей подтушую. То есть у нас просто Fizzy на все подвижное веко. И теперь в уголочек глаза, вот сюда, я хочу нанести Aura. Aura – это плотный такой самоварное золото, металлик. Я не очень люблю такие цвета. Это, наверное, единственный оттенок в палетке, который мне не особо нравится. Ну и вот Aura во внутреннем уголке глаза, такой желтенький. И я все-таки предлагаю добавить немножко этому макияжу формы. Что-то, мне кажется, слишком он легкий. Давайте добавим тик из прошлого макияжа на нижнее веко. Вот так. И немножко в складку. Ну вот как-то так. И теперь я хочу нанести оттенок Log в качестве стрелочки. Ну что, в принципе, готово. Сейчас завершу макияж и обсудим второй глаз. Ну что, готов второй глаз. И он такой светлее, естественно. Макияж легче, мне был проще. Я не стала как-то, опять же, наслаивать тушь. Здесь один слой. Вот так вот он выглядит вблизи. По оттенкам, что хочу сказать. Во-первых, к оттенку Pana никаких претензий. Это крем-мат или мат-крем формула. Ну, в общем, кремовая. Все с ним хорошо. По поводу оттенка Fizzy. Это моя не самая любимая формула от Наташи.
И я вам объясню, почему она очень тоненькая. Она очень похожа на запеченки от Бобби Браун, и почему-то я немного некомфортно чувствую себя с такими тенями. Мне постоянно хочется их наслоить, а они не наслаиваются. Они постоянно для меня как будто немножко полупрозрачные. Кстати, со спарклами новыми от Форда у меня такая же проблема. Мне все время кажется, что я нанесла недостаточно, хотя объективно смотря в камеру, все вроде хорошо. Оттенок Ора – это стандартный металлик по формуле. Он вот такой вот желтенький. Скорее всего, если я и буду его носить, то именно как акцент какой-то, потому что на все подвижное веко мне слишком желтое. Вот это все. Вот, ну так меня, в принципе, устраивает. И оттенок Log, он очень плохо сводчится. Это сухой матовый оттенок, темный. И на самом деле такие оттенки – это, наверное, вот единственные рефилы от Наташи, с которыми у меня вечно проблема. То есть с ними надо, ну, как бы поработать. Но стрелка сделалась великолепно. Оттенок очень пигментированный на деле и лег отлично, хорошо, и на спаркл в том числе, все замечательно. Для меня оба эти макияжа очень простые. Это если нужно накрасить глаза за 10 минут оба глаза, и будет симпатично, эффектно и повседневно. Вот, сейчас я смою макияжи, подправлю лицо и вернусь к вам, будем краситься дальше. Привела себя в порядок, давайте третий макияж. Третий макияж я задумала оттенком флэш, вот этим вот. Это обычный матовый. Оттенком Нубия. Очень блестящая вот эта вот формула. Обожаю ее у Наташи. Оттенок Alchemist или Alchemist. Вот этот вот. Тоже такой желтоватый. И давайте попробуем затемнить вот этим вот оттенком Sandstone. Его мы еще не брали, это тоже матовый. Так, беру вот такую кисть. Здесь все оттенки в этой палетке матовые, они не то чтобы рыжие, они с таким желтоватым подтоном Camel, вот именно как верблюжья шерсть. Вот так, хорошо лег. Оттенок Sandstone, это который потемнее. Я думаю, той же кистью. Угу. Теперь хочу взять бочонок и также оттенок Sandstone попробовать наслоить в складочку в уголок внешний глаза и на нижнее веко. Ну, это его максимум. В общем, вот что получилось с формой. В принципе, ее можно было бы подзатемнить, но я не хочу, потому что, ну, я уже пробовала остальные оттенки, и, в принципе, мне этого достаточно для жизни. Давайте возьмем оттенок Alchemist, рисую его на внешнюю часть подвижного века. Ну, такой стандартный металлик с отдельными крупными блесточками. На самом деле красивый. Красивый. Девчонки, наношу все пальцем, потому что не люблю возиться с шиммерами кистью. Немножко подтушую. И теперь на все оставшееся пространство свободное хочу нанести вот этот вот шикарный оттенок Nubia.
Он, конечно, очень красивый, очень блестящий. Смотрится шикарно. Мне очень нравится. Ну и вот так очень простой, очень блестящий макияж. Все, как я люблю на повседневку. А, Я даже не буду вам говорить, сколько я на него потратила, точно меньше 5 минут. Сейчас я его закончу, и мы обсудим оттеночки. Собственно, вот как выглядит третий макияж. Он мне очень нравится, потому что он пока самый блестящий. А я такое люблю, и очень простой, и при этом эффектный. Опять же, вот оттенки Sandstone и Flash без всяких нареканий, супер классные. Единственное, что, возможно, для построения формы немножко светловаты, но, опять же, зависит от анатомии глаза. Мне нормально. Потом оттенок, который, я уверена, читаю неправильно, Alchemist, он стандартный металлик, но за счет того, что в нем есть отдельные крупные блесточки, он интересный, классный. В принципе, я, наверное, даже наносила его на большую площадь века. И вот этот вот шикарный Nubia, он, конечно, обалденный. Nubia – это формула Sparkling Foiled, и это моя любимая сейчас пока что формула от Наташи Деноны, именно блестящих оттенков. И очень жаль, что, похоже, в Golden это единственный такой оттенок в подобной формуле. А еще оттенок Aura, якобы Sparkling Foiled, но он гораздо более мелкодисперсный. Да, то есть для меня, к сожалению, в моей любимой формуле в этой палетке оттенок такой один. Это, конечно, для меня лично немножко грустненько. Давайте делать четвертый макияж. Четвертый макияж я задумала оттенками Sandstone, который мы только что использовали. Лок, который, ну, не люблю я такие темные, ну ладно, затемним им. Потом оттенок Aurum, это тоже стандартный металлик. Вообще в этом нижнем ряду самые желтые металлики находятся, и вот это заметно. То мы возьмем оттенок Кава. По-моему, мы его еще... Да, мы с вами еще его не брали. И если мне захочется, то я еще добавлю вот этот светлый оттеночек в уголочек глаза. Ну, вообще хотела оставить его на пятый макияж. Вот сводчи этих оттенков. И, если честно, мне кажется, что эти два макияжа будут практически идентичными, только вот оттенок Лог добавит темноты. И опять же, вот оттенок Кава – это вот эта вот гладкая формула, тоненькая, блестящая, которая мне не то чтобы не нравится, как смотрится, с которой мне не совсем комфортно работать. Так, ну давайте начинать. Ну, как по мне, так все. Вот мне что нравится в матовых от Наташи Деноны, в том, что я, по-моему, даже не старалась, а уже все сделала. Так, и его же сразу по нижнему веку пустим. Желтенькое, но все, конечно, такое охристое. Это не для каждой девушки. Это вот летом на загар, на осень, даже мне. То есть сейчас у меня уже загар сходит, и я прям чувствую вот этот контраст и вот эту желтизну, которая идет из этих оттенков на контрасте с моей уже бледной шеей, предположим, да? Так, оттенок Лог. Оттенок Лог – это вот этот вот самый темный в палетке. Вообще, на самом деле, хочу сказать, что эта палетка недостаточно интенсивная, на мой взгляд. То есть в ней реально очень темный оттенок один. Он плохо сводчится, но он, как часто у Наташи бывает в последнее время, зараза очень пигментированный и такой обманчивый. Я попытаюсь его добавить немножко, потому что, ну, я не очень люблю затемнять.
сильно. Ну, вот видите, я его добавила прям немножко, и он уже прям сильно затемнил. Еле прикоснулась, а у меня уже так все темно. Темно, но при этом это максимум. То есть плотнее его только если в качестве стрелки набивать, тогда он будет темнее. А так это максимум. Блестяшки Аурум и Кава. Аурум металлик, также во внешний уголок глаза. Решила все-таки кисточкой. И сразу подтушевываю. Ну, такой стандартный металлик. И на нижнее веко немножко. Так. И теперь оттенок Кава. Вот он, Кава. Он мне понравился. Хорошо лег. Я бы все-таки добавила в уголочек глаза светленький оттенок. Есть у нас здесь вот такой вот самый светлый оттенок Аура. Его и нанесу в уголочек. Сейчас вернусь к вам. Вот, собственно, как выглядит четвертый макияж палеткой Golden. Он бесспорно похож на этот глаз. Никто не отрицает. Единственное, что эти оттенки, они более желтые, более золотые, что ли. Но, в принципе, как ни странно, опять же, оттенок Sandstone без вопросов. Оттенок вот этот вот лог. Я думала, что у меня будут с ним проблемы, но он очень классно мне все затемнил в 3 секунды. Оттенок Aurum пока, наверное, самый для меня скучный, потому что мало того, что это обычный металлик, он еще и без каких-либо частичек отдельных. Потому что вот, например, оттенок Ора, вот, оттенок Ора и Aurum для меня такие. Оттенок Alchemist, он уже интереснее, он классный, он с отдельными блесточками. Вот эти 3 металлика. И мне, конечно, больше нравится вот этот. Далее, на всем подвижном веке оттенок Кава, и он мне очень понравился. Они в одинаковой формуле с Физи, но мне Кава понравился больше. Он какой-то более блестящий. И в уголочек я добавила Ауру. Неплохой оттенок, но я вот как раз хочу сделать 5-й макияж, где буду его больше использовать. А так, в принципе, мы с вами попробовали все оттенки из этой палетки. Осталось теперь смыть эти 2 глаза и сделать финальный образ. Девчонки, я тут не включила камеру, поэтому уже начала делать складочку. Что хочу сказать. Мои глаза в шоке, но готовы к 5-му финальному образу. Если посмотреть на палетку, мы с вами уже использовали все оттенки. Единственное, что я хочу на большей площади использовать вот этот оттенок Аура, Ора, и посмотреть, как он будет себя вести. Это такой дуохромчик из серебристого в светло-желтый, в такое светлое золото. Симпатичный. Ну вот, мне интересно, как он себя проявит. Остальные оттенки для макияжа можно брать рандомные. Я решила взять вот этот вот оттеночек светлый флэш. Кстати, вот он как пылит прямо.
3 секунды просто. Теперь я хочу углубить оттенком тик. Все. Оттенок тик немножко поднабила, и им же делаю нижнее веко. Готова форма. Теперь я хочу взять оттенок Варнис и нанести его, как в первом макияже, на внешний уголок подвижного века. Как бы немножко скошено. И здесь также. И добавить на нижнее подвижное веко. Ну, там не особо его заметно. Так. Осыпается он, конечно. Теперь на все оставшееся пространство я хочу нанести оттенок Ора, вот этот светлый. Ну, вот как-то так. У меня в зеркале он серебряный, у вас он больше золотой. Он внезапно немножко подживал мне веко. Вот так. Он не самый искристый, но вот есть в нем что-то интересненькое. Ну, это, конечно, все в пределах нюда. На второй глаз нанесем. Вот как-то так. Я хочу добавить немножко блесточек. Думаю взять оттенок Кава, наверное. Попробовать его в уголочек глаза, как сядет. А никак он туда не сел. Чудесно. Ну, там просто чуть-чуть блесток добавилось в этом месте. Пускай так и будет. Сам оттенок особо не поменялся. Так, хорошо. Теперь немножко затемню вот здесь вот. Чуть-чуть. По нижнему веку. Бежевый. Теперь я буду делать стрелки. Я хочу взять вот такой вот оттенок из своей палетки от Influence с аквалайнерами и нарисовать стрелочки на внешнем уголке глаза.
Как вы понимаете, задумка была такая, что стрелка начинается из светлого золотисто-серебристого оттенка и тем же цветом уходит в темную тушевку. Ну и, собственно, вот такой вот у меня получился пятый финальный образ. Я, конечно, переборщила со стрелками, они у меня немного жужелицы, но я, если честно, уже просто ужасно устала. Тем не менее, вот этот вот макияж вместе с ресницами, вместе со стрелками, аквалайнерами, карандашами и так далее занял меня 20 минут. Считаю, что это достойно. Говорит просто о палетке как об очень качественной и комфортной в применении. Ну и давайте, наверное, поговорим в принципе про мои впечатления. Наверное, они не будут оригинальными. Это очень хорошая, качественная палетка на каждый день. Именно так я, в принципе, и воспринимаю последние запуски от Наташи Денона. Давайте сравним несколько последних. Вот так я вам поставлю палетки, и вы понимаете, что прослеживается тенденция. То есть это монохром, и сначала у нас что-то серо-серебристое, потом что-то нейтральное, да? Теперь у нас что-то золотое. Сейчас у нас уже вышла палетка теплая, I Need Warm, и я тоже буду ее брать. И сейчас, в принципе, объясню почему, и почему я беру вот эти вот монохромные Наташины палетки. И судя по тому, что зарегистрировано на трейдмарк, нас уже ждет что-то розовое, и, скорее всего, мы также получим что-то тауповое. То есть Наташа просто идет планомерно по монохромным гаммам разного подтона, носибельным и повседневным, и легким в применении. Почему я, в принципе, покупаю все эти палетки? Потому что, откровенно говоря, после Юки не было ничего творческого. Ну, и то Юка – это что-то тоже в одной гамме. Я их беру, потому что они для меня как палеточный базовый гардероб. Вот я эти палетки рассматриваю так. Они у меня стоят на полочке, и в зависимости от времени года и одежды, которая на мне в определенный день, я и беру с полки что-то, если у меня нет настроения или если у меня нет времени делать что-то такое особенное. К примеру, да, хочу я вообще абсолютно нейтральный макияж. Я возьму I Need a Nude. Захочу я что-то более эффектное, гранжевое, предположим, к черной рубашке. Я возьму ксенон. Захочу я, например, что-то зимой к красным губам и, предположим, золотому свитеру или свитеру с золотыми пайетками или чему-то белому и пушистому, для меня это gold. То есть это не что-то особенное, но это что-то очень базовое под каждую ситуацию. Поэтому я продолжаю их брать и, скорее всего, и буду брать. Просто потому, что мне, в принципе, такой подход импонирует. Несмотря на то, что я люблю цвет, и примерно половина моих макияжей – это что-то цветное, яркое, которое само по себе в образе является акцентом. Но если я не хочу, чтобы макияж был акцентом, если я хочу, чтобы он был крутым, блестящим, но гармонировал с общим образом, я всегда беру Наташу. И вот эта палетка – это очередной такой вариант. То есть Golden – это классная палетка повседневная с золотистыми оттенками Camel. Она не рыжая, она с желтым подтоном. И вы можете здесь этот желтый подтон варьировать. То есть самые желтые оттенки это вот эти. Есть матовые с персиковинкой, есть матовые с откровенной желтинкой. Она, конечно, тепленькая, но не рыжая. Мне эта палетка понравилась. И вот вы знаете, наверное, I Need a Nude я точно выделяла какие-то нюансы. По-моему, я там на темный оттенок грешила, на какие-то сатины. В ксенон тоже у меня была претензия, что добавили какой-то серый невнятный сатин. Здесь это первая монохромная палетка, которая меня полностью устроила по качеству. То есть для меня она абсолютно логично собрана. Даже матовые оттенки, которые кажутся одинаковыми, на самом деле на лице выдают разные подтоны. То есть они действительно отличаются. Мне здесь нравится кремовая формула. Мне здесь абсолютно устроил темный оттенок, он не залип.
Он просто какими-то 3 движениями все мне затемнил, без всяких пятен. Круто получилось. Мне здесь даже понравились вот эти вот металлики скромненькие. Вот этот, вот этот, вот этот вот. Потому что они хорошо продуманы, если их рассматривать как, например, в тушевку, потому что не забываем, что некоторые люди и тушевку делают металликами, могут себе это позволить. И в уголочек глаза они классно подчеркивают потом блестяшки. Единственное мое разочарование, что вот в формуле Sparkling Foiled только один оттенок. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы их было побольше. Именно поэтому, смотря на обзоры палетки новой, Они де Варм, которая вышла. Я смотрю сводчи обзоры, я понимаю, что ее я точно возьму, потому что это моя гамма. Она уже как раз рыженькая, с оранжевинкой, с краснинкой на осень. Очень ее жду. Надеюсь, что мне получится ее заказать. Вот. Повторюсь, я просто беру эти палетки. Вообще, я считаю, в покупке Golden или ее не покупке вопрос не в том, хорошего она качества или плохого, потому что она обалденного качества Наташи Деноны. Надежная, комфортная, быстрая, продуманная. Но тут вопрос просто вообще в том, какой вы носите макияж, в концепции какой. Подходит ли вам, в принципе, концепция монопалетки, достаточно ли вам ее будет, или вы всегда делаете что-то цветное или более разнообразное, контрастное по наполнению, там, да, здесь нету вариативности оттенков. Или же второй нюанс, что эта палетка, в принципе, вам может не подойти по гамме, потому что, конечно, она тепленькая. И чем розовее у вас подтон кожи, тем желтее она на вас будет смотреться. Поэтому как-то так. Тут только вопрос личных предпочтений в качестве. Я вообще никаких минусов не вижу. Так что палетка мне понравилась. Кому она нравится внешне, кто понимает, что по цветам, по таким ему подойдет, берите, и вы не пожалеете. Я вообще редко такое говорю. Я стараюсь никого к покупкам не призывать, потому что это все очень субъективно, конечно. Вот. А вам, девчонки, спасибо большое за просмотр. Спасибо, что уделили мне время. Я надеюсь, что я для вас внесла ясность по оттенкам. Нужна вам эта палетка, не нужна. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. Он одноименный моему каналу на YouTube. Я там теперь дублирую видео на всякий случай, потому что ситуация с YouTube продолжает быть непонятной. Вот. Еще раз всем спасибо, всем отличного дня, всем пока.